Всем привет! Это мой мотоцикл из детства. На нем я катался, когда мне было 12 лет. Хасанил, жиганил, и все было кайфово. Вообще в целом учился кататься на мототехнике. А это ваши комментарии к прошлой серии. Но, несмотря на это, я все равно продолжу восстановление этого агрегата, потому что я его очень сильно люблю. Его купил мне дедушка, и я очень сильно ценю его подарок. И сейчас, спустя 8 лет простоя в гараже, я хочу дать ему новую жизнь. Это будет память о моем детстве и о моем дедушке, который очень хорошо ладил с техникой. В прошлой серии мы с вами исправили кучу косяков. Во-первых, мы с вами сделали красивое сиденье. Во-вторых, мы поставили новый багажник. В-третьих, мы починили задний тормоз, ведь он никогда здесь не работал. И еще куча всего по мелочи всяких косяков устранили. Задача на эту серию наша следующая. Разобраться с настройкой сцепления, потому что с ним огромные беды. Второе, это настроить задний тормоз. Третье, это натянуть цепь. И четвертое, выровнять колесо. Такие элементарные вещи, но вы же меня знаете, что у меня все идет наперекосяк. Все просто, бензинчик вот прям уже готов выезжать из дома. Вы бы знали, как я на нем хочу покататься. Вы себе просто представляете, как я жду этого момента. Я целый день ехал на этом драном велосипеде 12 километров для болтиков на эту Альфу, чтобы у него не болталась сидушка. Как я жду этот чертов выезд, боже мой. Как будто бы уже ничего не помешает нашему выезду. Блин, меня переполняют эмоции. Честно, я не думал, что он так заведется. Просто буквально с полутыка. Оказывается, если заливать бензин в мотоцикл, представляете, то он даже очень заводится. И даже очень, наверное, едет. В нашем случае этого пока еще знать не можем. Не встает ни хрена. Ни хрена. Видать, из-за разбора заднего маятника. И я же перебирал всю заднюю ступицу. Она у меня, наверное, съехала. И, наверное, я могу ее сейчас слегка ослабить и подтянуть. Как же сильно я это затянул. И теперь легким движением руки. Тут еще натяжители еще роль играют. Ну чего, давай, давай. Победа! Сюда! О, это было жестко. Фух, девятка, слава богу, девятка. О, как цепь-то хорошо натянута, вроде нормально. Финальная сборка мотоцикла близилась уже к ночи, поэтому собираем все и на следующее утро будем запускать. Следующий день встретил меня, ну, невероятно шикарно. Кошечек, с которой надо поиграть в туях, поноситься, золотое солнышко, теплая погодка и все просто великолепно и миленько. Знакомьтесь, это кошка Жуля, и она иногда любит поиграть на улице, особенно когда хорошая погодка, порезвиться, побегать и покайфовать. Из моего рта идет пар. На улице сегодня уверенные 0 градусов и уже прохладно. И наконец-то дождливую и серую осень залило лучами солнца. И это значит, что сегодня идеальнейшая погода для выезда. И я верю, что наш мотоцикл сегодня поедет. Утро сегодня поистине великолепное. Поиграл с кошечкой, это было так прикольно. Вкусно похавал. Что может быть лучше? Наверное, работающий мотоцикл. Я верю, что он сегодня всем докажет, что сможет завестись в 0 градусов с 4 попыток сходу и поехать. Нам осталось, по сути, только отрегулировать сцепление. Приступаем. Откручиваем пластиковую крышечку, которая держится 2 болтиками, а также в нулевое положение зажимаем тросик сцепления. Берем набор отверток, который мне дядя подарил. Заел трос, какого хрена? Почему никто об этом в ютубе не сказал, что у вас может заесть трос?
На меня еще сверху, блин, вода капает, конденсат с теплицы. Ё-моё! Мое, наверное, теперь уже любимое занятие — это сгонять воду с теплицы, потому что она красиво растекается, но еще это полезно, чтобы пленка лишний раз не проминалась. Это, кстати, тепличная пленка, специально купольная для выращивания клубники, и пока там ничего нету, я могу там заниматься своими делами. Ёпа, почему вот ты ролик на ютубе смотришь? Да, тут тросик подрегулируете, все, я просто хочу настроить сцепление, я понимаю, что я уже в полной жопе, потому что у меня ничего не работает, так же, как у этих, блин, челов на ютубе. Ну что, в чем проблема, я не понимаю просто, ну почему у меня всегда в жизни так вот, что вот за что я не возьмусь, вот, у всех это получается с одного-два, мне надо сделать 10 раз, чтобы у меня что-то получилось, и я все равно своего добиваюсь, и на 10-й раз я чего-то достигаю, ну почему так, я не понимаю, вот. Ну давай. Вытаскиваю тросик сцепления из своего положения. Победа. Я очень хочу, чтобы трос проходил вот тут внутри по-человечески, и потом уже дальше шел по низу к коробке. Пытаюсь уложить тросик аккуратно вниз, чтобы он не торчал перед рулем и уходил туда за приборку. Регулировка сцепления. Срываем контргайку, берем плоскую отвертку и откручиваем вот этот маленький винтик. Официальная задача регулировки сцепления заключается в том, чтобы настроить все таким образом, чтобы сцепление просто не вело. То есть вот этими винтиками мы все подкручиваем, и потом у нас все отлично работает. Также смазываем механизм выжима сцепления, потому что там все трется, и это необходимо. Вот этим центральным винтиком как раз и регулируется выжим, и нам надо найти идеальный баланс так, чтобы оно чуть-чуть лифтило, но не сильно, и потом уже делать тонкую донастройку тросиком. У меня почему-то все опять отличается от гайдов на ютубе, поэтому я решаю полностью разобрать выжим сцепления и посмотреть, что там да как. Но, к своему удивлению, вроде бы ничего криминального не замечаю и собираю все назад. И, конечно же, я немножко слизываю болт. Какой кринж. Я не понимал, почему у меня так болтается вот этот поплавок, потому что если открыть видосики на ютубе, там у людей он ходит аккуратно в одной плоскости, а у меня он или стоит намертво, или вот так вот шалтается, болтается. Это какой-то капец. Жуля, привет. Привет, Жуля. Ни хрена он. Да, он офигенный. Я сцепление регулирую, вот сейчас планирую ехать. Ни хрена он. Мама заценила мотик в фулл сборе с красивой сидухой. Пытаюсь что-то как-то подкрутить примерно, чтобы было похоже на гайды, и завожу мотоцикл. С первого раза, что нахрен? Хорошее сцепление такое, какое можно остановить ногой спокойно крутящееся колесо, но, к сожалению, у меня это не вышло, поэтому опять иду регулировать. И снова у меня ничего не получается, моя регулировка не дала вообще никакого эффекта. Я пробовал снова, снова и снова. Также вы можете слышать, как плавают обороты от того, куда я поверну руль. То есть он просто начинает подгазовывать, и колесо крутится еще сильнее. Но это какой-то капец. Решаю смириться со своей неудачей, отрегулировать сцепление и иду настраивать задний тормоз. Его надо было просто немножечко подтянуть. Вау, а как задние аморты работают, это просто капец. Оп, я его не узнаю. Выкатываем мотоцикл на улицу, чтобы там провести качественные испытания сцепления, потому что я подумал, что если буду просто тормозить ногой колесо, то так я точно ничего не настрою. То ли дело проверять все по-настоящему. Педаль? Охренеть, вот это тормоза! Да, сюда задние тормоза работают. Блин, а что со сцеплением случилось? Я пытаюсь завести мотоцикл, но он даже не схватывает, потому что сцепление перетянуто. Производим настройку, ослабляем его немножечко и идем опять проверять.
Офигенно, включаешь первую передачу, а он просто глохнет. А если чуть-чуть еще подкрутить, то он просто не заводится и не схватывает из-за того, что сцепление пережато. Как это понять вообще? И глохнет. Я просто пал в ступор. Бензин мне. Ржака. Да. Вот таким смешным способом меня затроллили. Ну хоть не глохнет, но все равно его очень сильно ведет. Но это близко, полностью зажато, а он вообще едет, то есть, ну, это... Хорошо, что на мне не было микрофона, потому что я там ругаюсь, так как не могу затормозить, и он везет меня прямо в бутовку. Чуть-чуть ослабил винтик, сцепление ведет. Чуть-чуть его затянул, и мотоцикл уже невозможно завести, и кикстартер пропускает. Это вообще как работает? Когда я только забирал этот мотик из деревни, на нем было приколхожено кучу шайб. Вообще не напрягаясь. Вы заметили, да, что первый раз я его прокрутил элементарно, а на второй раз мотор начал немножко схватывать. Не просто так тут были шайбы. Нашел на ютубе чела, который говорил, что если у вас тут винтик маленький, то у вас будет все время вести сцепление. Очень хотелось кататься, поэтому пытаюсь что-то наколхозить. Но, к сожалению, шайбочки М3 не совсем подходят. Точнее, вообще не подходит. Да, шайбочки побольше тоже потерпели полное фиаско. Но резиновые уплотнительные кольца воткнуть будет намного легче. Устанавливаем назад трос сцепления. Так, ну стало. Так издалека даже не скажешь, что колхоз, скажешь, что топчик. Опа, не прокручивается, но иногда прокручивается. То есть теперь мы сейчас легонечко ослабим болтик, и в теории все должно получиться. Ослабили винтик и зажимаем его контрагайкой. Убираем назад уплотнительные кольца, которые я небрежно раскидал на подножке мотика. Самое печальное, что потом с передней передачи на нейтралку поставить мотоцикл очень сложно. Надо прям с силой ее втыкать, и она и то не всегда втыкается. Какая-то жесть. Закрываем крышку механизма выжима сцепления. Надеюсь, вы поняли, в чем сюр механизма выжима сцепления, который нормально не работает. То есть его чуть подкручиваешь, и мотоцикл невозможно завести, потому что диски сцепления размыкаются, и он не заводится. Но при этом чуть-чуть его подкручиваешь, и его ведет невероятно сильно. Так еще вдобавок к тому, что мы вот так вот поворачиваем рулем, у тебя не контролируются обороты, и можно просто вколошматиться в стену, сам того не ожидая. И хоть в прошлой серии я говорил, что выезжать так опасно, я очень сильно хотел кататься, и меня это не остановило. Сцепление, конечно, ведет жутко, из-за этого стрёмно на нем трогаться, так знаете. О! Куда он так? Ты чё, охренел, пес? Я даже Офигеть. Слушайте, страшно. Ой-ой-ой. Что-то сзади у нас происходит с цепью. Что-то очень нехорошее. Пока еще не знаю, что. Так, что-то как-то все. Слушайте. Офигеть, задние аморты отрабатывают. Мое почтение. Ой, блядь. Слушайте. Нас что-то с цепью, я не знаю что, но что-то с ней явно происходит. Еще мне очень не нравится, что мотик просто на холостом ходу без меня по факту едет. То есть он просто едет, вот я вообще газ сейчас не держу, но он сам едет, то есть ему норм.
Да, как-то он очень странно пинается. А, я понял, почему он странно пинается. Окей, Кэп, у нас проблемы. У нас оторвался натяжитель. Твою мать, у нас нет натяжителя сзади на оси. Это пиздец. Слушайте, я думал, это выезд будет крутой, но этот выезд у нас... Ой, какие лежачие. Но за этот выезд я даже не могу оценить работу задней подвески, потому что я боюсь, что что-то сломается вот-вот. Вот видите, вон там должен быть натяжитель, но там ничего нету у нас. Сломалось просто. Блин, едет очень плохо. Ну, в плане как? Задние аморты вроде отлично работают. Потому что у нас что-то сзади натяжителями, и это объективно точно что-то там есть, и это какая-то жопа, из-за чего ехать дико некомфортно. Прям реально дико некомфортно и стрёмно ехать. Это я не говорю про то, что я еще передачи не пробовал переключать, потому что у нас со сцеплением и, видимо, с дросселем на карбюраторе огромные проблемы. Ой-ой, он очень плохо едет, я начинаю разгоняться. У него то ли заднее колесо по-малому откручивается, то ли, короче, он очень сильно пинается. Я прям не знаю, что делать, ну, блин. Так кататься, наверное, нет смысла. Есть смысл хотя бы задние тормоза проверить, что ли. Ну-ка. Но тормозит вроде нормально. Ничего сказать не могу. Вот на педальку жму. Вроде оттормаживается, вроде даже неплохо. Вот, зацените тормоза. Нажимаем. Мотик не едет от слова совсем. Что-то с задней цепью у нас, что-то со сцеплением, то есть он... О, у нас цепь слетела, чуваки. Все, приехали. У нас слетела цепь. И вот этот натяжитель, который у нас оторвался. Ну чё? Глушим шайтанку и идем пешком дальше домой. Как в детстве, вот так вот катим и идем домой. Потому что слетела цепь, а еще все очень плохо. С таким сцеплением ездить это просто невозможно. Так, а что он встал-то? На передаче, что ли? Или цепь закусила? Да, цепь закусила. Надо ее на другой борт перекинуть. О! Слушайте, накинул цепь. Может быть, сейчас и поедем аккуратненько на первый домой. Вот с подножками вот приходится вот такие вот фокусы выделывать. Это, конечно, жуть как неудобно. Предлагаю поговорить еще о хороших моментах, какие меня радуют. Во-первых, сидуха, которую мы с вами клеили, она не развалилась, и она нормально работает. Во-вторых... Ой, ёп, что ж ты так пинаешься-то? Во-вторых, он нормально заводится, он заводится очень хорошо, очень быстро, и это реально победа. По поводу задних амортов, по улучшению или по ухудшению, слушайте, я сказать нормально не могу. Я особой разницы какой-то, честно говоря, не вижу, ну вот серьезно. Наверное, потому что на лежачих ее особо не почувствовать, но хотя, наверное, стало намного лучше. Но надо по-нормальному проехать, когда все остальные агрегаты работают, потому что сейчас, ну, оценить состояние его очень сложно. Но то, что посадка стала более удобная, благодаря тому, что он сел на чуть-чуть пониже стал, это правда. Вот то, что газ вообще не поддается, это прям реально капец. То есть вот я его держу, нажал, отпустил, а он как газует, так и газует. То есть он меня... Не, слушайте, аморты реально лучше стали. Аморты прям стали реально хороши. Ну вот газ, вот я газанул, и потом он опять высокие обороты. И что-то у него с оборотами, наверное, надо... Не глохнуть, не глохнуть. Что-то у него явно с оборотами не так. Наверное, надо чистить и настраивать карбюратор. Возможно, менять заслонку дросселя. Не, задние аморты прям хороши. Слушайте, ну что я хочу сказать.
Ну, я ожидал больше от этого выезда, я расстроен. Я думал, что я успею на нем. Опа, опять эта проблема, кажется, когда он на горячую начинает захлебываться и глох... А, нет, это не эта проблема. Я забыл открыть вентиль бака. Я думал, что все, мы встали, я думаю, все, мотик, все, опять эта проблема у него. Это проблема кривого владельца, который забывает вечно открыть. Блин, ну тут доехать-то по фигне осталось. Но я, честно говоря, даже трогаться на нем уже не хочу. Что я могу сказать? Я дико расстроен, потому что я ожидал реально нормальный выезд сегодня. Реально нормально. Прокатиться на нем до речечки. Хотел вам такие красивые места показать. А тут ну просто стыд и позор. Хоть он стал выглядеть намного лучше, чем был, ехать стал настолько же хуже. Просто ужас. Просто ужас. Настроение мое немножко приупало, потому что я хотел на нем как раз такая солнышко, погодка. Хотел навалить, как будто бы уже нас ничего не должно было остановить. Но грусть, тоска, печаль. Вот мы и дома. Да, это был супер позорный выезд. Супер грустный выезд. Эх. Альфа. После выезда я выявил для себя 4 основных проблемы. Первое. Мотоцикл жестко пинается. На нем просто невозможно ехать. Чуть-чуть газку поддаешь, он тебе под жопу пинка дает, и это просто конец. Второе. С сцеплением мои вот эти вот колдовства так и не помогли. Сцепление все равно дико ведет, и из-за этого не втыкаются передачи. То есть очень сложно включить нейтралку, а если разгоняешься, то вторая, там третья включаются очень хреново. Следующее. У нас сломался натяжитель цепи, а именно гайка отлетела, и у нас стало кривым колесо, и начала слетать цепь. То есть надо менять или натяжитель, или гайку, бла-бла-бла-бла-бла. Вот это вот все. И выставлять ровно колесо, потому что оно у меня стояло криво. Я не смог его выставить ровно. Я после этого, ну, очень сильно расстроился, и сил моих продолжать серию больше не было. Я заварил себе чайку и пошел просто влипать в телефон. Я столько с ним мучился, и он просто едет еще хуже, чем когда я забрал его у бабушки и на нем здесь катался летом. Но в какой-то момент приходит батя. Ну тут, как всегда, на помощь приходит батя и решается посмотреть, что же такого интересного у меня со сцеплением там происходит. И мы придумываем просто прикрутить туда болт, чтобы посмотреть, на каких положениях оно работает, и хоть как-то понять, что с этим чертовым сцеплением. Пробуем завести и потом сразу подкручиваем регулировку сцепления. Хотя бы немножко. А у меня прям сильный, его надо этим передним тормозить, чтобы его не вело. Че хочешь включить? Нейтралку сюда? Да. И опять вы стали очевидцами того, что передачи на мотоцикле нормально не втыкаются. Помогите, в мой мотоцикл вселились бесы. Он что-то вообще стал совсем громко орать, когда поворачиваешь руль. Конечно же, когда ты пытаешься на нем тронуться, он тебя уносит в космос. А чё так сильно? Чё, Фисыч? На заднем колесе собрался, О, у него цепь слетела. Да. Повыше ты... ты имеешь... Тут батя говорит, что надо выгнуть ножку переключения передач, потому что переключать их очень неудобно, так как она там немножко неправильно выгнута. Открываем дроссель, чтобы посмотреть, вдруг там что-то очень сильное сломалось, и мы сразу увидим.
Но ничего особо не увидели, поэтому закрываем назад. Батя постоянно выручает меня с мотоциклом. Давайте и мы выручим батю. Он на Озоне продает вот такие прикольные ящики для выгонки лука. Наливаем воду, вставляем лучок, отрезаем верхушечку, ставим лампочку, и через какие-то 2 недели у нас офигенный, свежий, органический зеленый лук к нашему столу. В следующей серии посмотрим, а что же у нас получится. А вы можете посмотреть вместе со мной и купить точно такой же ящик на Озоне по ссылке в описании от моего бати. Господа, доброе утро! После недельного перерыва, когда я монтировал серию, которую вы уже увидели на канале, мы приступаем опять ковырять нашу Альфу. Сегодня у нас новые тросики газа на распаковке и частично новый механизм выжима сцепления. Приступаем нахрен. Это что за фигня тут, я не понял. Какие-то, значит, бандиты побывали на моей сидухе. Чьи-то лапы здесь есть. Это что за фигня? Наверное, это лапы подписчиков на Бусти, так что им я все прощаю. А вы, кстати, подписывайтесь на мой Бусти по ссылке в описании, ведь там вышел офигенный обзор на советский ЛуАЗ. Ключ на 14. Так, а как его теперь отсюда вытаскивать? Что-то я не пойму. Он так выкручивается, что ли? Блин, я и так трос порву. Ничего не понимаю. Ладно, будем идти с конца. Что-то с карбом дела плохи, ребята. Он весь мокрый. Мне уже какую серию? Почисти карпа. Как его чистить? Что там делать? Вообще хрен его разберет. Но, видать, надо разбираться будет. Нас интересует что-то вот отсюда. Так, как я подозреваю. Можно даже без ключа обойтись хоть. Больно. Так, я нашел кое-что поинтереснее. Так, сейчас начинаем опять мое любимое занятие. Ой, офигенно, как классно. Водичка стекает, как в аквапарке. Да, дожди-то лютые были, а вот это самый босс-файт главный. Давай, какой он тяжелый. И все равно не уходит. Вы, блин, поглядите, я чувствую себя Посейдоном. Повелитель воды. Отклонились от темы выпуска. Чик. А, там внизу какой-то тросик еще идет. Значит, надо здесь, наверное, снимать. Ага. Такой вот интересный механизм у нас здесь. Как все это снять? И поменять новый трос поставить. Я что-то не совсем догоняю. Ну вот у нас есть вот эта штука, она сюда вкручивается. Так, вот тут прокладочка идет. Слушайте, я понимаю, почему у меня, наверное, газ так хреново работает, потому что это все внутри прям очень хреново ездит. Но не вытаскивается. У меня не получается ни хрена. Иглу-то вытащил, а пружину нет. Это, короче, мне никак не помогло то, что я вытащил пружину. Точнее, что я вытащил иглу. Наоборот, все усугубило, она теперь там плохо держится. Кажется, я что-то сломал. Из YouTube я понял, что надо раскручивать вот эту ручку. А просто так выкрутить, как я почему-то себе представлял, у меня не получится. Ну и вдобавок у нас еще новая веселуха. Потому что я вытащил иголку. И что-то я теперь не знаю, как ее назад ставить. Но я надеюсь, что я ничего не сломал. Будем сейчас разбираться со всей этой штукой. А может быть и карп почистим. Но говорится, не трогай то, что работает. Так вот, как оно, оказывается, делается-то. А вот здесь вот и закреплен на этом пластике наш тросик на нашей ручке. Все ясно.
Опачки. И можем снять прям практически целиком. Вот это да. Так, старая добрая изолента. Здесь у нас изоленты нету, но оно и понятно, тросик должен газовать. Так, и теперь, как я понял, мы просто его отсюда можем выкрутить. И в обратную сторону крутить. Куда крутить-то, я не понимаю. Все, победа. Мы сняли старый тросик. Так, нам осталось разобраться только... Ага, дроссельная заслонка. Я вижу иголку, которая вот так вот что-то болтается. Которую я выдавил сам. А, так, блин, все это время можно было просто руками пружину вытащить. И все. Вот, смотрите. Так. Только это нам не помогает вытащить крепление тросика, которое у нас тут как-то очень по-хитрожопому застряло. Одной запары меньше. Осталось... А, он так легко тут ставился. Все, я понял. Это было реально изи, чуваки. И, короче, я разобрался. Все. Так, у нас вот эта штучка стояла вот так. Так, сейчас. Нет, не падай. Так, эта штучка у нас стояла. И тут была такая маленькая ложбинка. И, короче, она вот так вот сюда проваливалась. Вот так вот. Или не так. Я же все понял. Подожди, что за... Короче, вот у нас был вот этот пластиковый кусочек дросселя. Тросик вот так падает, и все. И вот он так вот там сидит. И если чтобы вытащить, надо снять пружину, его поднять и как бы вот так снять. Все элементарно. Ум торжествует над железякой. Все, сейчас распаковываем трос и все это пытаемся дело все собрать. Трос, кстати, я бы даже не сказал, что супер плохо выглядит. Так, а какой возьмем-то, кстати? Какой сток? Приблизительно на сток похоже или... Я купил сразу два троса. Один подлиннее, а другой покороче. Чтобы, если вдруг один не подошел, мне не пришлось ждать несколько дней, а сразу мог на месте примерить подходящий трос. Оригинал Parts. Оригинальная комплектующая. А это не оригинал Parts, да? Motoland. Ага. Ну, возьмем, значит, оригинал. Распаковка. Ой-ой-ой-ой-ой. Нас трос пакет пробил, прикиньте. Ну вот такой вот новый трос, на нем написано Motoland, а на коробке было на этой брошюрке написано Original Parts. Ух ты ж, ё-моё! Он ходит невероятно легко по сравнению с тем тросом. Тот трос закусывает, а этот просто рукой вот так елозишь, он сам. Нифига! Офигеть, вот это чудо инженерной мысли. Вы посмотрите, я могу его легко туда-сюда рукой прям таскать. Он супер плавно и идеально ходит. А вот старый трос, насколько он, вот надо его аж вот как-то сгибать, чтобы он ходил. То есть, ну это вот вообще кринж. И новый. Вот можно прям оп, чик-чик. Ну, Motoland выдает базу, как я понимаю. Хороший бренд, наверное. Так, а газ у нас происходит вот так. Тут я достаточно долго пытался понять, а как вообще устроена система натягивания этого троса на ручки газа, потому что нормальных видосиков на ютубе я не нашел. Вот так, типа чик, чик не газует. Так, ну давайте собирать всю эту красоту назад. Оп. Смотрите, как классно, да? О, а тут какая удобная штучка есть. Я имел в виду вот этот пластик. Мы вставляем сюда тросик. И потом он в такую ложбиночку. Чик. И сейчас мы все это вот так вот стыкуем между собой. Так, у нас получается в исходном положении собранный трос. Только у меня почему-то ручка не работает сейчас. В исходном положении, так сказать. Блин, почему же она не работает? Потому что тут, наверное, я ничего не дособрал. Так, на это надо сейчас разбираться. Сейчас надо понять. Так, то есть это газует. Ладно, надо хоть как-нибудь уже собрать. Хочу кататься нахрен, а не вот этим вот заниматься. Оно просто не закрывается почему-то. Да почему? Ну это же так просто. Провода торчат нафиг. И как? И чего мне с этим делать? Ужас, какой ужас. Ну вот, а как это ставить, если оно вот... Ну, оно вот разваливается прям на ходу буквально. Вот как это должно работать в мире альфаводов. Так, вот так эта чепухня полностью закрыта. Эту ручку мы особо по-другому никак поставить не можем. Она доходит до упора, все. Газуется она на себя. То есть где-то вот так вот в стартовом положении
О, кажется, получилось. Только хотел сказать, а нахрен париться, давай просто его будем скручивать на рандом. Ура, ура, победа, закручиваем эту ручку. Так, ну все, настроили, все собрали, все вроде щелкается. Правда, мне не очень нравится, что вот эта штука постоянно елозит. Она всегда у меня так елозила, я так понимаю, вот этот кусок изоленты, который там намотан, он нам никакой погоды не делает. Только, правда, ручка, она заедает в максимальном положении. Но мне кажется, это уже проблема вот этой всей конструкции. Надо менять будет в будущем. Я не понимаю, как эта иголка должна быть. Она то ли сверху, то ли пружина вот отсюда ставится, то ли пружина была здесь. Я видел, его вроде как надо переставлять, если у тебя что-то не так с мопедом. Хорошо, что у меня появилась новая удобная лавка, где я могу смотреть гайды по Альфе. Блин, в этом реально есть преимущество чертового квадроцикла, на котором можно просто посидеть и отдохнуть. Я еще начал вот эту железочку елозить, и, короче, она у меня сдвинулась, я не знаю, как ее на место вернуть теперь. Пацаны, что делать? YouTube, товарищи, это сила. Что бы я сейчас сделал без дедушки, который мне подсказал? Просто вставляем сюда иголку, заранее сняв вот эту пружину. И вот эту пружинку ставим сверху, чтобы иголка не выпадала. Все. Ой, что-то фигня какая-то. Ничего, ничего, друзья, вы еще обязательно доживете до момента, когда я обслужу карбюратор на Альфичке. Эта хрень, она не хочет залезать туда. Что ж ты будешь делать-то? Вот это вот мелкая работа. Так, давай. Оп, чик. Ес, победа. Теперь надо чем-то плотненьким ее туда. Нашел вот такой вот болтик. О. Ой, только я ее неправильно поставил. Вот эта прорезь этой пружины должна быть вот здесь. Вот так вот отверточкой сейчас. Чикс. Вот так должна быть. Ах ты скотина, блин. Пробуем еще раз. Все, наконец эту хреновню поставил, и теперь мы просто ее так вот. Надо теперь чем-то тонким ее туда додавить, потому что болтик дальше не проходит. Возьмем плоскую отверточку. Вот, теперь люфт есть тоже. Воткнул ее, эту пружинку, насколько было сил. Она немножко люфтит, но я так подозреваю, это будет не сильно критично. На улице сегодня очень холодно, у меня просто морозятся руки заниматься мотиком, поэтому сейчас мы попьем чай и будем продолжать. Обожаю через этот чайник заваривать чай, потому что он там заваривается проливами, то есть нажимаем на кнопочку, и он падает вниз. Тем самым не перезаваривается, и можно пить из маленькой кружечки, и он быстро остывает. Я всегда его пью, когда занимаюсь мотоциклом, особенно в такие морозы. А купить такой можно на Яндекс.Маркете по ссылочке в описании с быстрой доставкой и удобными всеми штуками от Яндекса. Устанавливаем прокладочку. Обожаю, когда работаю, всякие странные звуки произносить. Я не знаю, с чем это связано, но я так очень часто делаю. Теперь пытаюсь уложить трос, чтобы он хоть как-то нормально улежался в мотоцикле и не торчал. Но я, честно говоря, не знаю, как это правильно сделать. Хочу, чтобы все было красиво и по заводу. Но как так расположить троса, я не знаю, потому что они у меня все время выглядят, ну, мега убого. Может, их под баком надо проводить или в раму как запихивать, я не знаю. Так, и теперь все это дело у нас таким боком. Так. А, тут надо не просто воткнуть, а как-то еще все это собрать. Во, вот так, все, и теперь закручиваем. О, победа. Блин, кстати, так просто, я даже не ожидал. Ну, конечно, ручка самого мотика лучше у нас ходить не стала. Она все равно заедает. К сожалению, на этом моменте пропал звук, но когда я заводил мотоцикл из карбюратора, пошел дымок. Почему он дымился? При этом у меня такое первый раз было, когда я его... по-моему, когда только привез мотик и пытался его заводить, что-то подобное с ним было. Ножка проскальзывает просто, как будто опять из-за сцепления. Будем разбирать, смотреть сейчас. Я вот так не заведу. Почему дымится карп? Почему дымится карп? Почему дымится карп? Бля, реально, это не опасно, я надеюсь.
Так, у нас тут колхоз в виде болта вот такого, который просто сюда прикручен. Потому что мы с батей смотрели, как оно вообще работает. И работает ли. Давайте его немного ослабим и будем опять пробовать заводить. Так, карп, братан, давай не дымись, пожалуйста. О, сразу начал заводиться. Да, блядь, почему он не заводится? Приехали нахрен. Просто приехали. Ну, интернет сказал, что надо собирать его просто как я, короче, делаю. Все так и надо делать. Поэтому ставим всю эту конструкцию еще раз назад. Надо просто добиться того, чтобы иголка провалилась туда внутрь. Вот так, чик, все, провалилась. Че, бенз-то идет вообще, нет? Вдруг бензина нет. Резерв откроем, потому что в баке мало бензина. Вон что-то полилось сразу, блин. Я сейчас охренею, если это, короче, опять все из-за бенза. Как обычно у меня бывает. О, сюда, Чинезус. Ебать! Ну, у нас трос газа работает, пацаны, просто. Что это было сейчас? Что за хрень? Ты чё, придурок? Во-первых, почему-то я не удивлен. О, отлично, поставили новый тросик газа, стало только хуже. Кайф. Что это просто? Вы посмотрите, ёпарный бабай, а почему? Да что с тобой? Я сейчас что сделал? Я вот этот тросик начал крутить, вот эту штучку. Ты совсем с ума сошел? Или ты что творишь, дурак? Что это такое? А если бы я его завел, он бы у нас, значит, сейчас завелся и сгорел бы к херам собачьим. Слушайте, пока что все дороги ведут к переборке карба, потому что, ну, это невозможно уже. Это просто невозможно. Вопрос в студию. Вот это норм тема вообще? Так и должно быть, что он вот так вот легким движением руки отсюда выскакивает? Или все-таки как-то это по-другому должно быть реализовано? Ну и, конечно же, я опять пошел разбирать всю эту заслонку, чтобы еще раз посмотреть. Может быть, я все-таки что-то неправильно собрал, и надо все пересобирать сначала. Так, понятно, кажется, почему он пошел в разнос. Ой, а где? А где крышка? Большая крышка. Куда я ее дел? А где крышка? Где крышка? Ну положи, ну где она? Мне очень холодно, я замерз нахрен тут уже с этим мотоциклом. Так, ладно, я погорячился, не прошло и 30 минут, я ее сюда просто положил. Даже разбирать ничего не придется. Вау, да это победа. Все, у меня просто эта заслонка до конца не доходила, я понял. Сейчас у нас, по крайней мере, будет возможность его завести и посмотреть, все ли у нас работает. Надеюсь, на этот раз без дымящихся карбюраторов и взорванной жопы. О! Все, он не прибавляет холостой ход, когда кручу руль, слышите? Да ну нахрен! Вау, как четко работает новая ручка газа. Ла-ла-ла-ла. Старый трос был говном, старый трос был говном, старый трос был говном. Старый трос, чуваки, был полным говном. Пошел сюда! Я был прав! Да! Блин, это такой кайф! Я уже весь замерз, а он работает! Значит, мы можем сейчас проверить работу сцепления и посмотреть, будет ли его вести. Так, наклоняем вперед.
его можно ногой остановить, что? Как будто бы кажется, что проблема этого сцепления была в том, что мотик просто, как бы вам объяснить, короче, как будто бы проблема его была в том, что просто из-за повышенных оборотов, из-за плохой ручки газа, вот я могу его остановить ногой. Вот, правда, есть еще одна у него проблема. Это та проблема, из-за которой у него... Вот он стоит нормально на месте, вот он. А мы когда вот так вот с батей тестировали, на него садишься, он все время из-под тебя уезжал. Так вот, у него есть проблема, когда включаешь, вот видите, не могу воткнуть нейтралку. Дальше и вторая не втыкается. Вот, и не втыкается у него почему-то. Вот сейчас воткнулась. Ну, очень странно втыкаются передачи. Кто знает, напишите в комментариях, почему. Слушайте, он стал так тихо на холостых работать. Вот смотрите, чикс. И все. Не идет ни в какой разнос. Все, стоило только правильно поставить иглу. Боже, я обожаю YouTube. Это просто кладезь знаний невероятных, которые помогают в жизни таких вот чайников, как я. Все, у нас остался один момент, что нам надо настроить колесо. Видите, криво стоит. И если я опущу подножку, то она будет, колесо, цеплять вот эту подножку нижнюю. Вот, мы его настроим. Покупаем вот сюда гайку какую-нибудь. И в теории мы можем ехать. Да, насрать, что карп течет. Ну, сейчас уже нет, кстати. Это все нас не волнует. Мы это потом все сделаем. И проводку мы потом ему докинем. Мы все сделаем. Ну, пока еще нету морозов. Ну, я очень хочу покататься. Вы бы знали, насколько сильно я вижу альфы, которые ездят. И я такой, да почему моя не ездит? Я уверен, мы на этот раз точно близко. И уже в этой чертовой серии, я надеюсь, нахрен нормально поехать, а не как было вот в прошлый раз. Но работает отлично. Можем заглушить. Даже со сцеплением проблемы ушли. Кто бы мог подумать? Сюда, наконец-то, нахрен. Наконец-то. Это кайф. Все, ребята, у нас все отлично, у нас все шикарно, у нас все прекрасно, даже сказал, все офигенно. Так, откручиваем вот эту большую гайку, чтобы можно было управлять нашим колесом, чтобы его можно было двигать. О, все, колесико само уже пошло. И наша задача сейчас каким-то образом, чтобы оно было с обеих сторон ровное, в одном расстоянии от маятника непосредственно вот отсюда. И так, чтобы оно стояло ровно, потому что я на кривом колесе катался, это был позор. Хоп, хей, ла-ла-лей. Ненавижу это колесо заднее. Меня все в комментариях засмеяли просто. Да я за это время движок переберу. Да ты тут конопатишься, дурак. Но, кстати, было много добрых очень комментариев, где мне говорили, что с опытом я еще все научусь. И все так по первенству делали. Из-за того, что у меня тут натяжи. Так вот они зачем нужны. Эти натяжители, они тебе как раз и помогают, что ли, типа более ровно колесо ставить. Ёбкарный бабай. Так вот оно в чем дело. А я-то думал. И он, получается, может удерживать колесо в том положении, которое нам нужно. И таким боком мы можем настраивать наше колесо или натягивать непосредственно цепь. Относительно ровно все это сделать. Вот, и ты, получается, как бы его вот так вот притянул. С обратной стороны как бы тоже, но чисто формально, потому что у меня здесь никаких креплений нету. И все. Так, у меня тут гаечки вот такие вот есть на 6. Я их еще в прошлый раз покупал, когда на велике ездил. Блин, не подходит. А какие тут тогда? 5 или 4? Ё-моё, не получится сейчас собрать. Надо на рынок ехать опять за гайками. Ну, как говорится, можно еще у бати в гараже поискать, вдруг чего найдем. Ну вот иногда в каких-то подобных
штуках можно найти какую-то гайку или какой-то нужный винтик. Ну, в общем, вот так они выглядят. Вот, но это М6, они не подходят. Я позвонил бате, чтобы он заехал на рынок, так как он сейчас поехал в город. Они с мамой купят мне М5, чтобы я дособрал сейчас мотик. Ну или хотя бы, чтобы завтра уже не мотаться и с утреца с полным рассветом сил собирать мотик. Ремкомплект выжима сцепления. Распаковка. А, тут есть нормальный этот. Вот такая площадочка. Винтик, ради которого я ее покупал. Какая-то прокладочка, не знаю зачем она. Контрагайка и новая пружина выжима. Так, и вот это колхозненькое недоразумение снимаем. Да, пассатижами колхозненько, мне просто лень искать ключ. Оп. Откручиваем низинку, потому что сейчас все это менять будем. Чик. Чпоньк. Ага. Слушайте, а у меня есть пару вопросов к старому выжиму сцепления. Почему же он никогда не работал? Я даже не знаю. Может быть, потому что он кривой. Кстати, настолько кривой, что я даже болт из него не могу выкрутить. Он руками не выкручивается. Охренеть! Вот это... Картина маслом, я бы сказал, картина литолом. Это что такое вообще? Вы просто посмотрите. А я-то думал, почему у меня все никак сцепление не настраивается. То люфт не такой, как у авторов в ютубе. Ничего не понимал. Думаю, блин, ну все нормально. Я все смотрел, все визуально нормально. А когда с новой запчастинкой сравниваешь... Слушайте, даже этот выжим сцепления я не зря купил. Хотя, если честно, я был уверен, что это просто деньги на ветер. Я думал, ну, как обычно, купил какого-то бесполезного говна и рад, как говорится. А нет, а реально нужно. Так, и все, делов-то. Нам осталось крутить вот эту штучку. Вот видите, какая она длинная. А та была супер старая вообще. Она прям была просто никудышная. Вот так ее. И все, и она до упора. Посмотрите, какая она большая. И мы сейчас гайку вот так накрутим. А, ну, правда, она точно такая же. Такой момент был, что чувак в ютубе говорил, что если у вас болтик еле-еле выпирает из-под контрагайки, то у вас будет очень сильно вести сцепление. Я подумал, что мой старый болтик просто стерся, и чел в видосе описывал механизм, когда он просто взял болтик, отпилил от него шляпку и болгаркой прорезал дырку под плоскую отвертку. Но я подумал, что я не колхозник, я просто куплю новый болтик и все у меня заработает. Но, к сожалению, новый болтик оказался точно таких же размеров, как и старый. Да давай, брат. Откроем заслоночку. Оп. Так, и проверяем сцепление. Ой. Ну сейчас оно очень легкое. А, у меня... Блин. Да, братан, я даже сейчас на монтаже это озвучиваю. Колесо надо затягивать, когда проверяешь сцепление. Да, так была себе идея на незакрученное колесо. Сцепление настраивать. Неудобно, не могу проверить. Так, ну все. Так, ну его явно надо дотягивать. Очень сильно, оно прям... Все прям мега плохо. Так, а тросик у нас... Ага, тросик у нас надо закрутить, чтобы он был в таком более втянутом положении, чтобы мы потом могли тонкую донастройку уже тросиком производить. Ага, вот видим, что можно прям рукой провернуть мотор. Значит, это хрень. Но вот у нас болтом тем было нормально все настроено. О, а сейчас схватывается. О, значит, так и оставляем. Можно прям, может, еще на полоборотика, прям буквально, чтобы он... Все. Отлично. Закручиваем вот эту. Я немножко примерно поднастроил сцепление и стал убирать инструменты. Дело шло к ночи. Холод уже меня конкретно окутывал. Я замерз и дальше продолжать не мог.
Конечно же, я не смог вместить все свои приключения в 4-ю серию. Я вообще не ожидал, что я столько контента могу наснимать с этим мотоциклом. Поэтому вам остается лишь подписаться на этот канал и на мой телеграм, чтобы ждать новые серии по мотоциклу. Друзья, спасибо, что смотрите. Я просто в шоке с того, как много у меня появилось фанатов и поддержки. То, что вам нравятся мои приключения с мотоциклом. Мы будем продолжать дальше. Всем хорошего дня, настроения. Пока!